Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михленко, и сегодня нахожусь один в ночной Ялте. Сейчас пройдемся по городу, посмотрим, что здесь творится ночью, покажу вам всю вот эту красоту. Здесь уже как будто начался Новый год, все украшено, все горит светодиодами, в общем, круто. Погнали смотреть Ялту. Наше сегодняшнее путешествие начнем от Белого дома Ялты, прогуляемся по вечерней, друзья, набережной. Что могу сразу сказать, здесь вечером очень-очень красиво. Посмотрите, как они подсветили пальмы вот такими светодиодами. Выглядит, конечно, интересно. И, кстати, не наносит никакого вреда пальмам, насколько я понял, потому что уже несколько лет они так подсвечиваются. С пальмами все в порядке. Вот здесь такой бассейн с таким корабликом. Кстати, сразу говорю, что веду свою съемку на телефон. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам телефона качество. Мне кажется, что намного лучше, чем когда я снимаю с GoPro. Потому что GoPro ночью совсем не вытягивает. В общем, уже у нас ноябрь. Поздняя, можно сказать, осень. На улице очень холодно, благо закончился ветер. Был еще ветер, он закончился и немного потеплело. Но все равно, вот так держать камеру в руках, рука замерзает. Вот здесь такая улица, которую тоже подсветили, сделали такую интересную иллюминацию. Выглядит все красиво. Вот, друзья, какая Ялта наша шикарная. Я, кстати, поселился здесь на несколько дней, поэтому ждите обзор моего жилья за 800 рублей. Поорете там, какое жилье я снял. А пока гуляем по ночной Ялте. Что может быть лучше, скажите мне, чем гуляние по ночной Ялте вот такой? Люди уже, видите, все в курточках, в шапках, потому что на улице холодно. Детей тоже уже хорошо одевают, чтобы не мерзли. Надеюсь, хватит батарейки и памяти на моем телефоне, чтобы нормально вам показать всю набережную. Вот эти иллюминации с прошлого года здесь стоят, с Нового года я их помню. Но выглядят они просто потрясающе. Посмотрите на эту красоту. Скажите же, выглядит очень-очень круто. Молодцы, что их установили в свое время. Потому что без них бы смотрелось не так. Днем, конечно, они не очень смотрятся, а вот ночью то, что нужно для набережной. Вот здесь, кстати, в центре, видите, тоже все подсвечивается фонариками. Я такое вижу, кстати, в первый раз. Я раньше не замечал, что эти фонарики здесь светятся. Вы сами можете обратить на количество людей. Их немного. Сейчас уже ровно 8 часов вечера. Люди есть, но, скорее всего, местные. Я думаю, выходят вечером погулять. Лавочки все пустые, сидеть холодно. Вот здесь повесили какую-то такую интересную гирлянду. Сейчас пройдемся по этой гирлянде. Скорее всего, это подготовка к Новому году. Вот этот шикарный ялтинский фонтан. Так, музыку выключайте, все, ребятки, я в Ялту приехал. Мне нужно этот контент снимать вообще-то. Вот такой фонтанчик в Ялте. Красота. Пойдемте к этой иллюминации. Кстати, что я заметил? Сейчас вам покажу. Здесь прям на набережной яхте стоит на швартовке наша галера Таврида из Судака. Вот она. Шикарно. Это та галера, на которой мы заняли первое место. Кто помнит видеоролик оттуда, когда мы участвовали в соревнованиях, именно на этом корабле мы тогда заняли первое местечко. Надеюсь, будут такие люди, которые вспомнят. Вот она. Теперь она водит людей здесь, ялтинцев, и тех, кто здесь отдыхает. Кстати, нужно будет завтра с старичка подойти, поговорить, чтобы они тоже меня на ней прокатали. Запишем видеоролик. Вот она, наша галера Судакская Таврида. Хотя написали уже город Ялта, раньше был город Судак. Но называется она Таврида. Вот такая красотка здесь стоит. Завтра обязательно на ней поплывем в открытое море, если, конечно же, не будет сильного шторма. Потому что Ялта, сейчас осень, погодка непредсказуемая, все может случиться. Посмотрите, как светится, друзья, набережная. В Судаке сейчас вообще уже ничего не светится, даже фонари на набережной подключали. Так, мы первые с вами, кто пройдет по этой дороге. Не знаю, что это за штуки. Здесь, скорее всего, будут размещаться торговые какие-то павильончики зимой.
И люди будут под вот этой вот штукой, под гирляндой ходить, покупать. Здесь раньше, я помню, еду продавали на Новый год. Типа фудкорты были. В этом году не знаю, что они придумают новое. Но выглядит вот так все же интересно. Хоть что-то есть. Если сравнивать с Судаком, то у нас даже гирлянду лишнюю не повесят. А здесь довольно-таки неплохо. Движемся вперед. Так, здесь, кстати, пальмы почему-то так и не подсвечиваются. А, нет, вон они дальше светятся. Просто перепутал место. Здесь какие-то новогодние штуки уже стоят, все обклеены этим дождиком. Мы в детстве называли. В общем, непонятно, что они будут делать. Что это будет за конструкция. Но видно, что Ялта уже начинает за 1,5 месяца, считай, готовиться к Новому году. Значит, какие-то все-таки новогодние праздники здесь должны провести. Вот, дождик. Я не знаю, что это будет. Елка? Наверное, не похоже на елку. Здесь тоже гирлянды. Это будет светиться. Это домики какие-то будут. Я помню, ракета будет. Их ставили в прошлом году, если не ошибаюсь. Но мы продолжаем наше движение дальше. Вот здесь такой стоит памятник. Когда, друзья, дует сильный ветер, он проходит сквозь вот эти струны и создается какой-то такой свист, похожий на музыку. Поэтому, когда будете здесь, обратите на это обязательно внимание. Людей совсем нет. Вот такая Ялта мне прям очень нравится, когда мало людей. Конечно же, не сравнить с летом, когда здесь все забито. Давайте пройдемся возле вот этих шикарных пальм, знаменитых ялтинских. Наверное, единственная набережная, на которой столько много пальм в Крыму. Это Ялта, друзья. Но еще есть этот... Блин, я забыл название этого поселочка. Мисхор. Мисхор вроде бы. Там тоже на набережной растут пальмы, но их меньше намного. Посмотрите, какая красота. Тут прям ты идешь и просто у тебя создается какое-то праздничное настроение, когда смотришь на все это. Что люди стараются, украшают свой город. И действительно круто. Вот такая она. Ялта, столица курортов Крыма. Просто шикарно. Мне прям очень нравится такая вечерняя Ялта. Особенно, когда здесь никого нет. Эти пальмы, посмотрите, они просто прекрасные. Зеленые. Как они не боятся холода, интересно вот мне. Потому что на улице холодно. Скоро уже зима. Возможно, даже будет минусовая погода этой зимой. Потому что говорят, что зима будет какая-то там снежная. Но я надеюсь, что выпадет снег, потому что снег Крыму нужен, чтобы наполнить водохранилище. Поэтому ждем зимнюю зиму. И буду вам обязательно показывать. Я больше всего хочу поснимать зимний Крым. Потому что, когда выпадает снег, это получаются самые редкие кадры. А у меня будут видеоролики, которые я обязательно буду показывать вам. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить зимнюю Ялту. И вообще зимний Крым. Будем разные интересные места посещать. О, какие пальмочки, друзья. Красота невероятная. Есть такой блогер, был такой блогер, точнее, Ялта на Android. Теперь мы занимаем его нишу, будет Ялта на iPhone. Сейчас веду съемку на iPhone. Вот такое качество картинки вечером. GoPro-шка не вытаскивает такую картинку. Там было бы все в пикселях, все в квадратах, но iPhone более-менее справляется с поставленной задачей. Так, выходим сюда, прямо на набережную, к малой канатной дороге. На ней тоже нужно будет обязательно прокатиться нам. Ну и, собственно говоря, друзья, вот она набережная, посмотрите. Тихо, спокойно, уютно. Приходи, да гуляйся спокойно, наслаждайся этой крымской природой. Людей немного. Вот такая атмосфера мне очень нравится. Вообще нужно как-нибудь выйти, я с ночевкой, можно выйти в 2-3 часа ночи и пройтись в это время. Интересно, как здесь будет в 2 часа ночи, останется ли подсветочка, либо ее выключают. И тогда мы вообще не встретим, я думаю, людей. Ладно, попробуем перед отъездом так пройтись по вечерней Ялте ночью. Очень поздно, когда здесь уже никого не будет. Ну и набережная, вот она. Друзья, набережная, как всегда, чистенькая, ухоженная. Идти здесь приятно, много зелени, она просто
утопает в зелени. Посмотрите. Какие-то и сосны огромные, и пальмы, и цветы, и розы. В общем, и газончики подстриженные. Нет лишнего кустарника какого-то. Все достойно и красиво. Так, здесь вот такая улица. Здесь есть такая улица, только там зонты висят. Надеюсь, не вот это, надеюсь, не изменили. Потому что зонтами смотрелось прикольнее. Так, мы движемся дальше. Вот посмотрите на эти гигантские сосны, как они здесь растут, прямо над набережной. Конечно, дико круто. Такая природа здесь ялтинская. Конечно, музыка здесь играет с колонок. Этот звуковой шум нужно убрать. Администрация Ялты, уберите его. Он мешает блогерам вести эфиры и делать видеосъемку. Потому что YouTube борется за авторские права и не разрешает нам выставлять ролики, где играет мелодия. Так, давайте подойдем ближе к пальмам. Авиакасса здесь находится. Мы туда заходили, там прикольный подъезд был. Красивый. Так, одна пальма почему-то подсвечивается вот так, лампочкой, а не гирляндами, как другие. Она какая-то особенная, значит. Посмотрю, мне просто плачу. Мама смотрит на тебя, на пиццу, на блендер. И говорит, да, Даня. Друзья, смотрите, как же здесь красиво. Вот эта улица, про которую я хотел вам, точнее, которую хотел я вам показать, где висят эти зонты. Создается такая красивая иллюминация. Смотрите. И у многих инстаблогеров вы могли видеть отсюда фоточки. Необычно здесь всегда фотографируются. Ну, в общем, в Ялте живут креативные люди, насколько мы видим, которые вот так украшают свои улицы. Довольно-таки неплохо. Но мы с вами идем дальше. Дальше у нас уже открывается вид на ресторан «Апельсин». Сейчас подсниму его поближе. Смотрите, все в куртках. Я тоже в кофте и в куртке, но и все равно, друзья, замерз. Куртка моя меня не спасает. Нужно уже покупать какую-то зимнюю куртку. Росгвардия ходит, которая следит за порядком на набережной, чтобы здесь все было спокойно, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. Это хорошо. Потому что в Судаке патрульных летом много, а вот сейчас такое время ни одного патрульного. И ходить действительно стрёмно, потому что многие напиваются и буянят. А здесь вот можно спокойно гулять, ничего не бояться. Тут эта иллюминация должна быть жар-птицей. Вот она должна выглядеть ночью прикольно. Смотрите, какой такой свет желтый. Он более интересно смотрится. Как-то обстановочка сразу становится домашней, уютной. Нужно желтые, такие оранжевые фонари. Они лучше, чем вот такие зеленые, которые на набережной стоят. Поэтому администрация меняем на вот такой свет. Он более красивый и уютный. Там играет музыка? Нет. Когда вы уже отключите музыку? Походу, никогда этого не случится. Вот этот памятник даме с собачкой Чехова. Уже неоднократно его снимал, поэтому задерживаться здесь не будем. Батарейка у нас садится, нужно идти поскорее. Снять самые красивые иллюминации. Так, надеюсь, YouTube не даст мне авторские права за вот эту скрипку, которая там играет. Друзья, на море небольшой шторм. Yes. Мы сейчас подснимем с вами шторм. Но он совсем небольшой. Надеюсь, завтра он будет хорошим. Вот там волны есть прям хорошие. Сейчас волны я для вас сниму обязательно. Но пока до них дойдем, давайте. Иллюминация жар-птица. Здесь, конечно, музыка играет со всех сторон, поэтому мне нужно самому что-то говорить, чтобы YouTube не заблокировать видеоролик. Друзья, его поддерживайте максимально своими лайками, своими комментариями. Делитесь в социальных сетях. Все ради вас, ради вот такого шикарного контента. Посмотрите, какая красивая вечерняя набережная города Ялты. Вот такая шикарнейшая просто здесь фотозона в виде жар-птицы, либо павлина. Это павлина, я называю жар-птица. Но одно и то же, считай.
Выглядит действительно очень-очень круто. Смотрите, красота. Какой у нее хвост огромный. Здесь находится этот фонтан. Так, идем сюда. Пока музычка закончилась, можно пройтись. Вот такие, ну такие деревья в Москве видел. Из гирлянд, которые светятся. Так, здесь у нас что-то все мигает, потому что нужно было выставлять камеру на 50 Гц. У нас, походу, 60 стоит. Поэтому вот такие помехи создаются. Но мы с вами отправляемся, друзья, пока музыку не пройдем, к морю. Кое-как прошел участок с музыкой. И здесь, посмотрите, у нас возле этой галеры, ресторана, вот такие волны. Конечно, это не большой шторм, это просто накат волн. Когда это настоящий шторм, волны летят аж вот сюда, на набережную. Но ничего, мы сейчас все равно спустимся поближе к морю, чтобы показать вам всю эту красоту. Смотри, как море красиво подсвечивается. Мне прям очень-очень здесь нравится. Обязательно посещаем Ялту в такое время года. Хоть и холодно, но в этом есть какой-то свой шарм, какая-то своя история. И действительно стоит того, чтобы посетить Ялту. Это, конечно, вам не лето, когда вы будете купаться и загорать своими днями на пляже. Здесь нужно гулять, наслаждаться природой, дышать этим лечебным морским воздухом. В общем, идеальное время для поездочки в Крым. Тем более в Москве сейчас вроде бы опять начинает все закрываться, насколько мне рассказывали. Не знаю, насколько точная информация. Москвичи, напишите, как у вас там обстановка. О-о-о. Давай, море, давай. Нам нужен контент. Да, друзья, мы немножко получили контента. Так, давайте, наверное, спустимся к морю за лучшим контентом. Вот это дерево, этот гигантский платан, но, к сожалению, фонарики на нем так и не зажглись. И вот так оно стоит пока без подсветок. Но подсветки фонарики светятся, а вот эти вот круглые не светятся, раньше светились. Здесь тоже установили иллюминацию дельфина вот такого. Там где ветер начинается. А у нас микрофон открытый. Давайте спускаться к морю. Хоть бы завтра был шторм. Блин, я хотел завтра пойти купаться на море с утра. Как мы будем купаться с вами, если шторм? Оу, давай. Давай, море, нам контент. Вот такие, друзья, волны. Такое красивое море, ночной шторм. Я еще такого, кстати, не снимал, если не ошибаюсь. Воу, это да. Такого точно контента у меня еще не было. Поэтому, думаю, ролик заслужил вашего лайка. Поддерживать его максимально. Рискую для вас. Ой, друзья, сейчас будет, давай. Воу. Конечно, очень красиво. Кто бы что ни говорил, а я люблю шторм. Вот так его поснимать такие волны. И тем более здесь хорошая подсветка. О, друзья. Посмотрите, как же здесь красиво. Шторм вообще небольшой, но все равно круто. Блин, как я буду купаться теперь завтра в море? Походу не буду купаться, купание отменяется, придется что-то другое идти снимать. Так, море, нам нужна большая волна. Давай, 9-й вал. Давайте чуть на бок отойдем и сделаем съемочку отсюда. Смотрите, я иду прям по бетону, он мокрый, значит волны до сюда достают. Вот здесь станем в самом опасном месте. Ой, друзья, идут большие волны, да-да, это то, что нам нужно. Нужно отходить, наверное, смотрите. Вау, красота. Кто вам еще покажет ночной шторм, если не Александр Михаленко? Да просто никто, друзья. Вот это я люблю, такую погодку. Уже не зря приехал в Ялту. Здесь шторм, все-таки был штиль сегодня. Ох, какие волны.
Так, близко подходить что-то я сильно прям не хочу ночью, промокнуть неохота, еще и холодно плюс на улице. А вот такой ракурс нам, мне кажется, идеально подходит. Так, ждем еще одну волну большую. Да, завтра будет сильный шторм. Будем снимать шторм, купаться во время шторма. Ни в коем случае никому не рекомендую, потому что купание во время шторма это опасно, друзья. Не рискуйте своей жизнью. Так, что-то волн у нас нету больших. Где вы? Так, идет. Вот. Еще за ней большая идет сразу же. Ох, как же я люблю, друзья, штормящее море. Это нечто. На это действительно можно смотреть вечно. Красота. Давайте еще одну волну ловим и, наверное, завершим этот видеоролик. Давай, волна. Кстати, можно туда аж пройти. Давайте ближе подойдем, максимально близко. Воу! Смотрите. Так, мы идем максимально близко, чтобы снять самый-самый красивый момент с бушующим морем. Мне кажется, я уже максимально близко подошел. Да, ближе подходить уже не стоит, потому что мы же не хотим очутиться в море. Смотри-ка, волна идет. Друзья, вот это да. Видели? Море нам контент делает. Вон красным светится маяк. И посмотрите, какая ночная Ялта, друзья, как она прекрасно выглядит. Камера вам не передаст, конечно, но вживую выглядит дико-дико круто. Еще под звук шторма, вот эти огоньки, которые на горе светятся, конечно, очень здесь красиво. Ну что, это прям максимум, мы слишком подошли. Вот, отсюда сейчас снимем что-нибудь интересненькое, я думаю. Конечно, ночная Ялта прекрасна. Трудно с этим поспорить. Вот это море ее со штормом. То, что прям нужно для наших сегодняшних съемочек. Море потише. Так, идет. Вот она, смотрите. Бах. Нет, слабо. О, вот это то, что нужно было. Ой! Убегаем. Волны увеличились, мне кажется. Да, друзья, идут большие волны, накатами такими. Начинается настоящий такой шторм ялтинский, как мы любим с вами. В общем, смотрите на эти волны. Ночной шторм. Кто это такое снимал? Вы сейчас скажите ко мне. Мне кажется, ни один блогер такого не снимал. Воу. Прям большая волна идет. Нужно быть супер аккуратным, чтобы не упасть в море. Потому что из такого моря мы уже точно не выберемся. Блин, вы слышали этот звук? Я аж испугался, честно говоря. Красота! Просто красота!
Ну что, друзья, я думаю, видеоролик вам понравился. Обязательно поддержите его большим пальцем вверх, пишите свои комментарии. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, потому что впереди много интересного контента. Ну а с вами был я, Александр Михаленко, и уже завтра мы встретимся в новом видео. Всем пока!